Добрый день, с вами Наталья Рожнова, вы на канале Натали Той Джой. Скоро Пасха, и я подготовила для вас мастер-класс по вязанию вот таких грелочек для яиц в виде зайчиков. На моем канале в плейлисте, который так и называется «Пасха», я собираю видео по изготовлению игрушек к этому светлому празднику. Заходите, смотрите, вяжите. Мои сегодняшние зайчики вяжутся очень-очень просто и быстро, а также требуют совсем немного пряжи, расход минимальный. Размер грелочек без ушек примерно 5 см по высоте и столько же в диаметре. Они идеально сидят на яйце среднего размера. Так как зайчики вяжутся быстро, мастер-класс будет состоять всего из одной части. Сначала я вам, как всегда, расскажу про материалы и инструменты, необходимые для изготовления таких грелочек, а затем покажу, как связать основу и ушки. Ну и в конце вы увидите подробный процесс создания глаз и сборку. Если вы хотите украсить ваш пасхальный стол оригинально, необычно и ярко, давайте вязать вместе. А чтобы я могла увидеть ваши работы, выкладывайте фотографии в социальных сетях. У меня есть страницы в Инстаграм и ВКонтакте. Ссылки на них я оставлю под видео. И не забывайте писать комментарии, мне очень приятны ваши добрые слова. Итак, начинаем! Для работы нам понадобится пряжа Yarn Art Jeans любых цветов. Подойдут остатки, потому что расход совсем маленький. Я взяла голубой и белый цвет. Также нам понадобится небольшой кусочек черной пряжи для оформления глаз. Состав этой пряжи: 55% хлопок, 45% акрил, метраж 50 грамм на 160 метров. Вязать я буду крючком 2 мм. Также нам нужны будут белый фетр, ресницы, я их покупала в фикс-прайсе, пара полубусин диаметром 6-8 мм и клей Момент Кристалл. А из инструментов понадобится игла с широким ушком и ножницы. Вот и все. Давайте вязать. Сначала свяжем основу. Для этого я беру пряжу голубого цвета и вяжу первый ряд 6 столбиков без накидов кольцо амигуруми. Накидываю пряжу на палец, набираю одну воздушную петлю и провязываю в кольцо 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стягиваю кольцо так, чтобы не было отверстия, и прокладываю нить контрастного цвета. Далее будем вязать второй ряд и делать 6 прибавок подряд. Прибавка — это 2 столбика без накида, провязанные в одно основание. Делается это вот так. Нахожу первую петлю предыдущего ряда, ввожу крючок и провязываю первый столбик без накида. А затем в эту же петлю вяжу второй. Вот так у нас получилась первая прибавка. Далее вяжем еще 5 таких прибавок, при этом вот этот хвостик от кольца амигуруми необходимо вязать для того, чтобы он потом не торчал внутри детали. Далее вяжем третий ряд. 1 столбик без накида прибавка, повторяем 6 раз. Вяжу 1 столбик без накида, затем делаю прибавку, и вот эту комбинацию повторяю еще 5 раз.
Четвертый ряд. 2 столбика без накида прибавка, повторяем 6 раз. Пятый ряд. 3 столбика без накида прибавка, повторяем 6 раз. Шестой ряд. 30 столбиков без накида подряд. Седьмой ряд. 4 столбика без накида прибавка, повторяем 6 раз. Восьмой ряд. 36 столбиков без накида подряд. Девятый ряд. 5 столбиков без накида прибавка, повторяем 6 раз. Ну и дальше вяжем 5 рядов по 42 столбика без накида в каждом. Все, основа почти готова. Дальше можно сделать один соединительный столбик, а можно поступить следующим образом, для того чтобы переход был ровный. Обрезаем ниточку, вытягиваем ее. Теперь пропускаем первую петлю последнего ряда, вводим крючок во вторую, захватываем ниточку, выводим ее к себе. Дальше вводим крючок под заднюю стенку последней петли. Захватываем рабочую ниточку, выводим ее, натягиваем. Все, теперь эту нить необходимо спрятать под петли полотна. И не забудьте вынуть нить контрастного цвета. В итоге вот такая основа для грелки у меня получилась. Это вид сзади. Вот он, переход в конце последнего ряда. А это вид изнутри. Нет никаких хвостиков. Все аккуратно спрятано. Теперь давайте примерим. Возьмем яйцо и наденем на него грелочку. У меня все идеально подходит.
А вам советую примерять деталь еще в процессе ее вязания, чтобы добавить или убавить петли при необходимости, так как у всех плотность вязания разная, да и яйца различаются по размерам. Дальше займемся ушками. Одно ушко я уже подготовила, вот так оно выглядит. Это вид спереди, а это сзади. Оно вяжется из двух цветов, белый и голубой. Итак, свяжем второе ушко вместе. Сначала берем пряжу белого цвета и, сделав узелочек, наберем 11 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Получилась вот такая цепочка. Дальше, начиная со второй воздушной петли от крючка, провязываем сначала 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затем вяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Теперь в последнюю 11-ю воздушную петлю вяжем сразу 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Переходим на другую сторону цепочки и вяжем 3 столбика с одним накидом. При этом ввязываем хвостик. Дальше вяжем 5 столбиков без накида. Ну и во вторую воздушную петлю, с которой у нас начиналось вязание, вяжем сразу 2 столбика без накида. Вот мы вяжем первый столбик без накида и второй в эту же воздушную петлю, но не провязываем его до конца. На крючке у нас остается 2 петли. Теперь обрезаем ниточку и берем пряжу голубого цвета. Ею довязываем этот столбик. Вот мы сменили цвет пряжи и закончили первый ряд. В нем у нас должно было получиться 22 столбика без накида. Ну и дальше вяжем второй ряд уже голубой пряжей, при этом захватываем вот эти хвостики, чтобы ввязать их. Итак, сначала вяжем 6 столбиков без накида.
Теперь хвостики можно оставить за вязанием, потом мы их обрежем. Дальше делаем 9 прибавок подряд. Ну и осталось нам только провязать 7 столбиков без накида. В конце делаем один соединительный столбик и заканчиваем вязание. Обрезаем ниточку, оставляя хвостик для пришивания ушка к грелке. И закрепляем его. Для этого набираем одну воздушную петлю и пропускаем сквозь нее наш хвостик. Вот так. А вот эти ниточки обрезаем. Второе ушко готово. Теперь у нас есть два ушка. Ну вот, мы связали все детали. У нас есть основа и два ушка. Теперь будем пришивать ушки к основе. Для этого вставляем хвостик от уха в иглу. Располагаем ушки ровно по бокам на пару рядочков ниже кольца амигуруми и пришиваем. Ушко я пришила, теперь вывожу иголочку на другую сторону, делаю узелочек и прячу хвостик. Точно так же пришиваю второе ушко. Оба ушка пришиты. Дальше займемся глазками. Из белого фетра нам необходимо вырезать вот такую деталь. Высота ее 20 мм, а длина 25 мм. Чтобы было легче это сделать, можно сначала вырезать прямоугольник, а затем срезать полукругом верхние углы. Теперь берем ниточку черного цвета, располагаем ее посередине детали и приклеиваем. Вот так. Для этого я беру клей, наношу клей на нить. И приклеиваю.
а хвостики обрезаю. Далее приклеиваем 2 полубусинки. С одной стороны от нити и с другой. Ну а теперь возьмем одну ресничку и тоже ее приклеим к глазику. Она самоклеющаяся, но я все равно проклеиваю момент кристаллом. Обязательно подровняйте ножницами, чтобы длина ресниц была одинаковой с двух сторон. Глазки готовы, можно их приклеивать к грелочке. Наносим клей и присоединяем к основе на 4 рядочка выше нижнего края детали. Теперь ждем полного высыхания. Глазки высохли, теперь вышиваем носик и ротик. Вставляем белую пряжу в иглу, вводим ее в деталь на 1 ряд ниже глаз. И делаем пару стежков длиной в 1-2 петли. Затем выводим иглу посередине стежка и опускаем ее на пару рядов вниз. Ну и теперь связываем хвостики 2 узелочками и коротко обрезаем их. Вот вид изнутри. Можно даже еще короче обрезать. Все готово. Ну вот мы и закончили. Теперь у вас тоже есть интересная грелочка для пасхального яйца. Очень хочется посмотреть на вашу работу. Заходите ко мне в социальные сети, подписывайтесь, добавляйтесь в друзья и отмечайте меня на фотографиях зайчиков, связанных по моему мастер-классу. Также не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. На этом я с вами прощаюсь. Вяжите с удовольствием. До новых встреч!